Я беру вот такие глазки, называются они позиционные. Примеряем. Если нет таких глазок, можно взять булавки с круглыми головками. Так вот я обвожу. Проверяю, чтобы симметрично я нарисовала. И вот в этой области внутри я буду утягивать. Чтобы глаза не сильно выступали, нужно здесь сейчас подготовить для них место. И вот прямо вот так с усилием продавливаю. Так. Вот уже видно, получились вот такие впадины. Глаза, которые я потом буду ставить панде, они будут поменьше этих. Ну вот даже эти, вот уже как хорошо встал и не торчит. Поэтому обязательно продавливаем. Но если набили слабо, то когда будете продавливать вот так вот место под глаз, может вообще вся голова деформироваться. Поэтому говорю, очень важно плотно набить. Опилки, они податливые. И если в каком-то месте вам нужно будет сделать там ямку, какой-то изгиб, то они охотно примут эту форму. Для утяжки мне понадобится вот такая длинная иголка. Ввожу иголку в один глаз и вывожу как можно ближе к диску. Аккуратно, чтобы иголку не сломать. Так. И теперь аккуратно тоже под тканью на диске я сейчас иголку проведу как можно ближе к центру. Где-то вот такой кусочек я оставлю, даже можно поменьше, вот такой. Обматываю несколько раз вокруг шплинта. Так, чуть-чуть раздвину и завожу нитку между вот этими вот двумя ножками и зажимаю. Все, нитка хорошо держится. Сначала я утяну вот эту область. Я делаю маленький стежок внутри круга и выхожу в другой глаз. И надо подтянуть. Также делаю маленький стежок и снова выхожу вот в другой глаз. И снова подтягиваю. Каждый раз нужно стараться вводить иглу в разные места, но внутри вот этого круга. Не выходим за него. Двух-трех раз будет вполне достаточно. И сейчас нужно будет утянуть область рта. Вот середина, точка середины. И ставлю 2 точки рядышком.
нужно сейчас постараться попасть в середину. Если не получается, можно сделать вот так. Вот я беру иголку потолще, вставляю в середину и в направлении вот этого глаза просто вот так ее провожу. И дальше уже можно уже легко попасть в серединку. Попала. Делаю стежок сейчас в правую сторону. Снова выхожу в глаз и хорошо подтягиваю. Вот это потом все срежем, чтобы не мешало. Если прям сейчас сильно мешает, то тоже можно немножко выщипать. Теперь ввожу иголку в уголок. Ввожу иголку я, вот стараюсь вот в эту деталь, в уголок, а выводить буду вот на этой детали, чтобы стежок получился вот так. Как бы вот две детали захватил. Так будет более надежно. Вот, и лучше будет выглядеть. Тоже хорошо сформировался рот. Мне нравится. Перехожу в другой глаз. И делаю все то же самое с другой стороны. Сначала в середину. И теперь в уголок. И хорошо подтяну. Мне кажется, что достаточно я утянула. Если есть желание, можно вот прям по линии рта сделать еще несколько стежков, но вот у меня сейчас мне достаточно, я не буду дополнительно ничего делать. Сейчас я иглу выведу вот сюда, поближе к шплинту, и уже завяжу здесь узелок и обрежу нитку. Крепко затягиваю и обрежу. Эти концы я никуда не буду прятать внутрь головы, потому что все равно здесь потом все это место будет прикрыто. Вот так вот замечательно получилось. Теперь дополнительно можно шилом или вот стеком вот так еще пройтись, допустим, вот здесь углубить переносицу. Вот здесь тоже можно вот больше мордочку выделить. Почему я люблю опилки? Потому что при нажатии, при определенном усилии можно дополнительно задать разную вот форму.
Теперь нужно будет сделать рот и закрепить глазки. Прежде чем приступить к установке глаз, я сейчас из вот такой вот нитки сделаю панде ротик. Нитка прочная, толстая. Я ввожу иглу в середину рта и вывожу в глаз. И второй конец нити я ввожу в уголок рта. Можно пальцем или шилом расправить нитку, чтобы она хорошо там легла, и подтянуть. Пока я завязывать не буду, сейчас я сделаю с другой стороны, посмотрю, чтобы все было хорошо симметрично, и тогда завяжу. Нужно убрать весь ворс, если он попал под нитку. И сверху, и снизу. И проверяю. Можно дополнительно вот так шилом здесь по линии рта продавить. Мне кажется, что все хорошо. И я завязываю узелок. Концы нити я сейчас выведу на затылок. Вот так. Обрежу. И вот то, что осталось торчать, я просто приподнимаю ткань и убираю внутрь головы. Все, ничего не видно. Теперь я примерю глаза. Я буду использовать глаза диаметром 4 миллиметра. Можно взять 3 миллиметра. Все, мне нравится, как они стоят. И сейчас нужно будет их закрепить. Я беру снова вощеную нить.
Складываю нитку пополам. И вот эту петлю я продеваю в петлю глаза. Вот так. Дальше концы нити завожу в петлю. Все. Нитка здесь надежно и крепко закрепилась. И сейчас со вторым глазом также. Выводить иглу я буду в то место, где у меня дальше будут крепиться уши. Ну, это примерно где-то вот здесь. Снова надо проверить, что глазки симметрично получились. Проверяем относительно вот этого шва. Если чуть-чуть где-то кажется, что они несимметричны, ничего страшного, это потом все можно будет при нанесении краски на мордочку подправить. Мне кажется, что у меня все хорошо. Поэтому я сейчас завяжу вот здесь нитки. И точно так же выведу их на затылок и обрежу. Теперь я хочу вытащить весь ворс, который вот попал под глаз. И нужно будет сейчас его аккуратно подстричь. То вот он закрывает глаза. И вот я сейчас иду по глазу и аккуратно вот так состригаю лишнее. И сейчас тоже сделаю, где рот. Иду вот по нитке черной и все, что лишнее, я состригаю. Где уголок рта, я состригаю ворс немножко под углом, чтобы придать вот такой вот эффект улыбки. И с другой стороны также.
Теперь машинкой я сниму лишнее вот здесь с подбородка, а то некрасиво здесь. Если нет машинки, то тогда здесь тоже ножницами. Вот так получилось. Четко вот здесь видна вот эта часть мордочки, подбородок, вот эти вот щеки, этот вот переход. И сейчас я сделаю нос. И нужно подготовить место под носик. Нужно вот это вот место подстричь. Но вот буквально там, где выточка. А вот этот ворс, который сверху, я его аккуратно вот так сейчас подниму наверх. Потому что потом уже, когда нос будет готов, этот ворс вот так аккуратно сверху ляжет и прикроет место, где вот нос с тканью соединяется, и сделает такой более плавный переход. Этот ворс я сейчас вот так подниму. Можно нос не лепить, а вышить. Можно даже сделать, как бы наметить просто его вот так несколькими стежками. Это тоже будет очень интересно смотреться. Но я сейчас покажу именно, как лепить нос из запекаемой глины. Я использую полимерную глину фирмы Фима. Можно взять полимерную глину черного цвета, можно взять и любого другого цвета и потом покрасить акриловой краской. Я сейчас буду делать нос из глины Фима черного цвета. И красить потом уже мне не нужно будет. Носик у панды маленький, и он такой более широкий, и при этом высоту не очень большой. Примерно это выглядит вот так. Я сейчас слеплю вот такой вот формы нос. Дальше я аккуратно сделаю иголкой вот такую перемычку. Здесь сделаю ноздри. И вот так тоже аккуратно иголкой сделаю в сторону вот такие бороздки. Вот такой вот формы у меня сейчас кусочек полимерной глины. И я примерю его на мордочку. Да, мне кажется, подходит по размеру. И сейчас я его приклею. Приклеиваю я на клей ПВА. Вот такой вот.
нужно дать немного полежать. И потом я буду уже формировать ноздри. В принципе, такой носик тоже хорошо смотрится. Можно его так и оставить. Ну, подровнять только, потому что он может сейчас где-то быть не очень ровным. Но можно и не делать ни ноздри, ни бороздки. Сейчас я немножко вот здесь сделаю более плоским. И получше прижму края носика ткани, чтобы там не было просвета никакого. Аккуратно делаю сначала бороздку посередине, не до конца, где-то примерно до середины носика. Ориентируюсь я вот на линию, которая у меня идет вот здесь, посередине от носа к середине рта. Аккуратно двумя небольшими точками намечаю ноздри. И делаю теперь бороздки в сторону. Теперь можно шилом, или у меня есть вот такой вот стек. Я сейчас сделаю ноздри поглубже и побольше. Все, носик получился хороший. И сейчас я отправлю его запекаться. Надо разогреть духовку до 130 градусов и запекать где-то 20-25 минут. Носик запекся. И видите, вот как я и обещала, все вот эти вот синие линии разметки, они все ушли. Вот нигде не видно ничего. Теперь я носик покрою лаком. Это глянцевый лак. Аккуратно уберу вот здесь ворс. И пока лак будет сохнуть, я займусь ушами. Одно ухо я уже сделала, а внешняя сторона у него мохнатая, а внутреннюю сторону я сделала из гладкой ткани хлопковой. Для этого я взяла вискозу, выщипала ворс с одной стороны, и вот она теперь вот такая вот красивая хлопковая ткань. И вторая часть уха, она с ворсом. Но такой длины ворс мне на ухе не нужен. Во-первых, я хочу убрать вот с этой части, чтобы мне потом легче было и вывернуть все это, и красивая штопушка получилась. Поэтому это я сейчас лишнее уберу. И аккуратно сейчас немножечко сниму длину ворса.
складываю 2 детали и сшиваю. Ухо я прошила. Сейчас я хочу ткань проклеить. Аккуратно. Внутрь шва я не захожу, я иду по внешнему контуру. Сейчас клей подсохнет, я срежу лишнюю ткань и покажу, как легко вывернуть ухо. Для выворачивания уха я буду использовать вот такую вот пластиковую трубочку. Так, я вставила внутрь уха и пинцетом аккуратно ткань проталкиваю внутрь трубочки. Все хорошо выворачивается. Расправляем. Вытаскиваю весь ворс из швов. И вот такое растрепанное, неаккуратное ухо мне не нравится. Поэтому я сейчас просто ножницами аккуратно вот так обрежу. Теперь аккуратное ушко. Вот эту ткань я заправляю внутрь. Чтобы ушко было такое более плоским, можно внутри вот эти вот 2 слоя ткани склеить между собой. Тонкий слой клея я нанесу.
подожду, пусть немножко подсохнет, чтобы на ткань не прошло. И просто вот так прижму крепко. Можно дополнительно по краю еще вот так пройтись. И второе. Уши готовы. Сейчас я примерю, где я их хочу сделать. Где-то, наверное, вот так. И отмечу булавкой. И можно сразу же поставить булавку и для другого уха. Вот так. Маленький жучок получился. Ухо прикладываю, пришиваю я по линии бокового шва. Так, затяну и сейчас я вот эти вот края немножко заведу внутрь. И теперь еще раз пройдусь вот по этой линии. Можно так он будет ухо подсогнуть. Одно ухо готово. И можно не обрезать нитку, а сразу перейти на второе ухо. Так, уши готовы. Можно их пришить так же, как я, ближе к макушке. Можно немного сдвинуть их на бок. Тут уже как захочется, как складывается образ. Нитку я просто выведу на затылок.
Вот такая вот получилась головка у панды. Уже лак подсох, можно ворс вот здесь опустить на носик. И если сильно он вот здесь выступает, то немножко я его состригу. Теперь я хочу нарисовать вот такие черные пятнышки вокруг глаз. Можно это сделать, когда панда уже полностью будет собрана. И как бы вот финальный такой штрих нарисовать эти пятна. Но черная окраска, которую я использую для таких пятнышек, сохнет очень долго. Поэтому можно сейчас нарисовать, и пока я буду шить тело, лапы, она уже успеет высохнуть. Черные пятна на мордочке панды можно делать или масляными красками, или вот такими маркерами по ткани. Бывают разной толщины. Мне больше нравится делать масляными красками. Она лучше проникает, лучше закрашивает. А маркерами по ткани я уже на финальном этапе могу просто подкорректировать форму пятна. Выдавливаю немного краски. Если руки испачкались, надо сразу протереть, а то потом можем испачкать голову. Немного добавлю разбавителя, буквально несколько капель. Все перемешаю. Сейчас я маркером по ткани нарисую форму пятнышек. Я их рисую с тем учетом, что при окрашивании я буду немного заходить за границу, потому что вот этот маркер по ткани, он водорастворимый. И чтобы эта разметка исчезла, я буду ее закрашивать. У меня тонкая кисточка, и сейчас аккуратно я наношу краску на вискозу.
Сейчас я вот так оставлю. 2 дня точно это все будет сохнуть. Иногда, в зависимости от температуры в помещении, может сохнуть и дольше. Но 2 дня это вот до полного высыхания, это точно займет. Чтобы ворс не слипся, можно вот аккуратненько его вот так расправить. Потом, когда все это подсохнет, можно будет щеткой расчесать. Все, оставляю сохнуть.